Всех приветствую! У нас сегодня с вами первая лекция на медицинскую тематику, и в ней мы будем говорить про сахарный диабет. Сначала я расскажу, почему вообще родилась идея поставить такую лекцию. В прошлых потоках ее не было. Родилась она потому, что мне показалось, что без понимания формирования механизма сахарного диабета не получается полное формирование понимания темы инсулинорезистентности. У нас есть лекция по инсулинорезистентности, она будет, вероятно, на 8-й неделе, где я буду много и очень полно говорить об этой теме. Но до этого, это вторая причина, у Олега выходят лекции по гликемическому индексу, по углеводам в целом, где он говорит правила, которые будут справедливы для большинства, для людей без диабета. И у тех наших участников, у которых данный диагноз стоит, закономерно возникал вопрос: если это для тех, у кого диабета нет, то что делать мне? И вот сегодня я хочу вам дать ответ на этот вопрос, если у нас есть такие участники, как относиться к углеводам, как оценивать гликемические индексы и так далее. Лекция будет включать две части. Одна часть теоретическая, где мы будем говорить о том, почему диабет возникает, что это вообще такое, какие риски, как его профилактировать. И вторая часть практическая, непосредственно для тех, у кого это нарушение уже случилось. Как быть, как выстраивать рацион, на что ориентироваться. Поехали! Сегодняшнюю лекцию я решила построить с выдержками из двух вот этих замечательных фундаментальных трудов, в большей степени на основе стандартов медицинской помощи пациентам с диабетом от Американской ассоциации диабета 2021 года, а также на базисной клинической эндокринологии, мой любимый двухтомник Гарднера. Почему я решила это сделать? Очень часто я встречаю манипуляции, что вот у нас в России вот так, а вот в Америке, Европе все совершенно по-другому. Иногда это бывает правдой, но совсем не всегда. И очень часто, благодаря такой манипуляции, людям пытаются, какую-то прям дичь внушить. То есть то, что на самом деле нет ни в Америке, ни в Европе. В прошлый раз мне был очень приятен комментарий от участника о том, что я очень тактично высказалась. Надеюсь, сегодня вас не разочаровать, но иногда я буду не совсем тактична, и я считаю, что это справедливо. Вы оцениваете, как считаете нужным. Шучу. Буду стараться быть максимально тактичной, там, где это возможно. Итак, первое, о чем нужно вообще сказать, это что такое диабет. Диабет – это факт повышения сахара в крови. Сначала врач видит повышение сахара, а дальше уже происходят диагностические мероприятия. Мы пытаемся понять, почему сахар вообще повышен. Две самые большие группы пациентов с диабетом – это сахарный диабет первого типа и сахарный диабет второго типа. Немногие знают, но есть еще не такая большая в процентах, но большая в абсолютных числах группа пациентов с другими формами диабета. Что такое первый тип диабета? Это заболевание, в результате которого те клетки, которые должны производить инсулин, умирают. И в итоге это приводит к тому, что инсулина в организме вовсе нет. То есть сахар высокий, потому что инсулина нет, чтобы прийти в кровь, забрать его и отнести в ткани. А что такое диабет второго типа? Мы сегодня говорим в большей степени о нем. Инсулин есть. Бета-клетки не умирают, по крайней мере, на начальных этапах. Но инсулин работает плохо, он не может осуществить свою функцию, хотя его может быть очень много в организме. И другие формы диабета, о них немножко подробнее поговорю дальше, насколько это нам будет важно для понимания. Итак, что вот в нашей стране считается повышением сахара? Ну, на самом деле, в большинстве стран. Немножко в этом плане отличилась Америка. У них для преддиабета цифра несколько ниже. Там, кстати, ведутся споры о том, насколько это вообще оправдано. Но давайте не будем в эти дебри уходить. Для нашей страны венозная плазма. Оценка, есть диабет или нет, исключительно венозная плазма. Натощак.
менее 6,1, через 2 часа после еды менее 7,8 – это норма. Что такое сахарный диабет? Натощак более или равно 7, через 2 часа после глюкозотолерантного теста или в процессе случайного определения в любой момент времени более или равно 11,1. Вот это сахарный диабет. То, что между ними, между этими цифрами, это предиабет. Окей, узнали. Дальше я вам покажу тезисно выдержки из тех самых стандартов медпомощи от Американской ассоциации, а потом на пальцах рассмотрим механизм, почему же появляется диабет второго типа. Итак, читаем. Диабет второго типа – это прогрессирующее нарушение адекватной секреции инсулина бета-клетками, часто вследствие инсулинорезистентности. Пошли дальше. Кого же нам рекомендуют тестировать на диабет? Читаем. Тестировать на диабет и предиабет следует пациентов с избыточной массой тела или ожирением и определенными факторами риска, которые вот тут вот перечислены. Что важно, да, в самом начале, с избыточной массой тела или ожирением. И предиабет, и диабет тоже, ассоциированы с ожирением, особенно висцеральным. Я думаю, у большинства сформировалось уже представление, о чем пойдет речь. Многие, наверное, и так с этим были знакомы. Но новенькое вы сегодня тоже узнаете, обещаю. Далее. Поправочка. Большинство, но не все пациенты с диабетом второго типа имеют лишний вес или ожирение. И далее. Пациенты с диабетом второго типа без ожирения и избыточной массы тела по традиционным критериям, то есть по индексу массы тела, могут иметь увеличенный процент абдоминального жира. То есть те самые пациенты со вторым типом без ожирения и без избыточной массы тела по индексу массы тела имеют увеличенный процент абдоминального жира. Риск диабета второго типа повышается с возрастом, ожирением и снижением физактивности. О чем тут речь, чтобы было более наглядно? Наверное, у всех у нас есть знакомые телосложения, которых выглядит следующим образом. Это очень-очень стройненькие, худенькие ручки-ножки и хороший такой круглый животик плотненький. Если мы посчитаем их индекс массы тела, вполне возможно, что он не выйдет за рамки общепринятых норм. При этом то самое висцеральное ожирение, оно будет присутствовать. И такой человек имеет инсулинорезистентность вследствие висцерального ожирения. Да? А далее это может повлечь за собой сахарный диабет. Теперь на пальцах. Прошу не воспринимать буквально ожирение первой, второй, третьей степени. Давайте воспринимать это как нарастание висцерального ожирения. Дело в том, что большинство масштабных работ оценивают именно индекс массы тела, потому что это проще. Оценить процент висцерального ожирения – это не так просто, как индекс массы тела. Это требует больших финансовых затрат на самом деле. Потому что там делают такие исследования, как КТ, МРТ. В общем, непросто. Но будем честны, что если мы возьмем человека 70 килограмм, 90 килограмм и 130 килограмм, при условиях одинакового роста, безусловно, не спортсменов, то, скорее всего, их висцеральное ожирение будет пропорционально увеличиваться. Ну, то есть давайте отталкиваться от здравого смысла. Так вот, как только повышается процент висцерального жира, повышается инсулинорезистентность. Вот здесь я ее очень символично обозначаю щитом. Инсулинорезистентность возникает в результате увеличения висцерального жира. Если ткани становятся неадекватно чувствительны к инсулину, то есть их чувствительность снижается, то поджелудочная железа компенсаторно вырабатывает больше инсулина. Что мы имеем? Мы имеем более высокие уровни инсулина в крови. Чем дальше в лес, тем больше инсулинорезистентность. Я думаю, по схеме данного примера суть процесса ясна. Когда возникнет диабет? На самом деле диабет может возникнуть на любом этапе.
То есть кто-то будет его иметь и в 90 килограмм, а кто-то не будет и в 120. Вопрос, сколько лет надо прожить в этих 120 килограмм, чтобы диабет все-таки случился. Это определяется генетикой, то есть это такой вопрос, который очень многие любят аргументировать и вот воспринимать именно буквально. То есть почему у одного человека 120 килограмм есть диабет, а у другого нет. Это упирается в генетику, насколько хватит резервов выдержать без повышения сахара в крови. Что еще происходит с пациентами с диабетом второго типа? Если они длительно пребывают в этом повышении инсулина, пребывают в повышении сахара, функция их поджелудочной железы снижается. То есть гиперинсулинемия, гипергликемия оказывают токсический эффект на поджелудочную железу, и бета-клеток активных становится все меньше и меньше. И в итоге эти пациенты приходят к абсолютному дефициту инсулина. То есть не просто, что его было много, но он не мог отработать, а то, что его еще и меньше становится. И зачастую многие пациенты с диабетом второго типа вынуждены переходить на инсулинотерапию. Опять же, вернусь. Повышение сахара может возникнуть вот в любом моменте. Нельзя прогнозировать точный вес, когда у человека случится диабет. Тем не менее, чем больше вес, тем больше риск. Это то, что мы называем сахарным диабетом второго типа в классическом его исполнении. Ожирение, длительно существующая инсулинорезистентность, гипергликемия, повышение сахара. Поэтому достаточно банально, что профилактика диабета – это снижение калорий и физактивность, увеличение физактивности, увеличение процента тощей массы, мышечной массы. Достаточно масштабной работы, где людей информировали о том, как нужно выстроить питание, как нужно снизить калорийность, повысить активность, демонстрировали великолепные результаты профилактики. Мы должны понимать, что, конечно, не все, кого информировали, соблюдали то, о чем их просили. Но, тем не менее, снижение случаев диабета на 58% за период 3 лет, в других работах 39% за 30 лет, 43% за 7 лет и так далее. На самом деле результаты замечательные. Никаких секретных протоколов, да, банальный, условно ЗОЖ. Дальше, цитирую. Диетическое консультирование. Нет никаких доказательств существования идеальных КБЖУ для профилактики диабета второго типа, и в том числе для лечения тоже, забегая вперед. Соотношение макронутриентов выстраивается индивидуально на основе предпочтений и метаболических целей. Уже далеко не первый год нас просят те, кто пишут рекомендации, пожалуйста, не давайте какие-то стандартные протоколы пациентам, разговаривайте, выстраивайте индивидуальный формат питания. Я понимаю, что не всегда это возможно, особенно в условиях поликлиники, я все прекрасно понимаю, но я хочу до вас донести, что вот на данный момент нет такого, что мы просим стандартный протокол питания от пациента. Но вот именно здесь зачастую появляется поле для различных спекуляций о секретных протоколах питания, секретных протоколах лечения, но пусть даже не секретных, но вот каких-то особенных. Особенно в контексте тех, кто не имеет ожирения, но имеет диагноз сахарный диабет второго типа. Часто вижу возражения. В постах Олега тоже вижу комментарии, в лекциях в предыдущих потоках было. У меня есть знакомый, который имеет пресс, невероятно активный образ жизни, он спортивный, молодой возраст, у него стоит сахарный диабет второго типа. Это я, конечно, сейчас такую вот идеально спортивную модель описываю. Понятно, что она может быть не настолько идеальной, но тем не менее. У меня тоже, вот, кстати, не так давно был пациент, порядка 65 лет, мужчина, не спортсмен, просто вот для себя физкультуры, турники, пресс, небольшое повышение сахара. В чем тут секрет? А секрет тут в том, что не весь диабет второго типа является таковым. Помимо диабета первого и второго типа, как я уже сказала, есть разные генетические формы диабета, есть диабет вторичный к лекарствам, есть, например, панкреатогенный диабет.
Все это, как правило, складируется в статистику второго типа. Почему так происходит? Ну, во-первых, бюрократический момент. То есть в поликлинике, например, может быть просто не быть МЭСа для страховой, чтобы занести диабет другого типа, или он может быть абсолютно невыгоден для поликлиники. Не потому, что врач плохой, это система. Это система, в которой приходится работать, под которой приходится подстраиваться. И второй момент, наверное, даже более существенный, диагностика затруднена. Во-первых, это недешево. И не каждый пациент может себе позволить пройти генетический тест. Во-вторых, не то чтобы это как-то кардинально влияет на нашу тактику. Независимо от результата генетического тестирования, я предложу пациенту коррекцию образа жизни, снижение процента жира, подбор питания, которое будет обеспечивать оптимальные сахара. Далее, если это не помогает, я предложу максимально безопасные, эффективные лекарства с наилучшими профилями протекции, так или иначе. Поэтому все это летит в статистику второго типа, но классическим вторым типом как таковым не является. Это генетика, против которой, к сожалению, не всегда получается что-то сделать. Вот более подробно, чтобы вы убедились, что я вас не обманываю, про отдельные типы сахарного диабета, генетические нарушения функции бета-клеток, генетические дефекты действия инсулина, есть генетические дефекты рецепторов к инсулину и так далее, так далее. Разные причины сахарного диабета указаны в данной таблице, и вот специально выношу, посмотрите, что для второго типа конкретное четкое указание в скобках с колебаниями от преимущественной инсулинорезистентности с относительной недостаточностью инсулина до преимущественного нарушения секреции инсулина с инсулинорезистентностью. Надеюсь, сейчас уже понятно. Фраза, конечно, звучит заумно. Итак, переходим к практикуму. Что делать непосредственно? Первая цель – снижение процента жира. Самое важное – уменьшение окружности талии, избавление от висцерального жира. Вот насколько это возможно, насколько это реально. Физическая активность – увеличение процента тощей массы. Физическая активность мало того помогает снижать глюкозу здесь сейчас. Прогрессирующее увеличение тощей массы само по себе значительно улучшает чувствительность к инсулину. Манипуляции углеводами для поддержания нормального сахара, если это необходимо. Что делать с гликемическим индексом человеку с диабетом и предиабетом? Индивидуально ориентироваться на сахар крови в ответ на продукты, потому что диабет разный. Пациенты с диабетом разные, и даже если они будут максимально похоже выглядеть, у них могут быть совершенно разные рекомендации. Возьмем двух женщин одинакового веса, 90 килограмм. У одной сахар натощак может быть 5-6 и не зависеть значимо от диеты. А у другой он будет 7-9 и значимо зависеть от гликемического индекса и количества углеводов. То есть одна, в принципе, есть все, что хочет, просыпается с утра, сахар в норме, на каком-нибудь одном препарате, например, лекарственном. Вторая наелась вечером мандаринов, с утра встала, сахар 9-10. Вполне себе реальная история, вот абсолютно. Это называется гетерогенность. У нее может быть даже больше препаратов, но вот при этом тощаковые сахара значительно выше. Сахар после еды. Еще один очень важный момент для определения питания пациента. Первый случай. Женщина. Сахар не повышается даже на сладкое. Можно часто увидеть таких пациентов в глюкозотолерантном тесте. Точка через 2 часа, там вообще показатель 4, 4,5, иногда даже меньше 4. То есть это вполне себе типичная история. Сахар высокий только натощак, но вообще не повышается на еду, даже на сладости. И вторая женщина ест овсянку, сахар 11. Казалось бы, овсянка, особенно быстрого приготовления, но сахар 11. Это два совершенно разных пациента, к которым нужно совершенно по-разному подходить. То есть что мы можем порекомендовать первой девушке? Она может спокойно соблюдать здоровый рацион, ну, то есть тот, который рекомендует физикал, как и для людей без диабета, предиабета. Сахар будет оставаться нормальным, независимо от гликемического индекса продуктов.
Ну, в любом случае, в рамках разумного, я напомню, что налегать на простые углеводы мы так или иначе не рекомендуем, а пациентам с предиабетом и диабетом это тем более нецелесообразно. И здесь за здравый смысл. Именно налегать. То есть какое-то очень умеренное потребление, если это не мешает снижать вес, оно как бы вполне допустимо, если это необходимо для психологического комфорта человека. Ключевая задача здесь – снижение процента висцерального жира, потому что оно способно привести к ремиссии диабета, отказаться от лекарств, нормализовать ответ на любые углеводы. Вот такая история очень часто. Если пациент не запущенный в плане количества лет, которые он ходит со своим диабетом, если у него еще сохранна функция его бета-клеток, он вполне может отказаться от лекарства. Формально мы не имеем права снимать диагноз сахарный диабет. Мы можем написать, например, ремиссия. Я снимаю. Я думаю, что это помогает мотивировать человека на то, чтобы поддерживать дальше образ жизни в здоровом теле. И вторая девушка. Совершенно другая история. Съедает продукты с высоким гликемическим индексом, даже средним. Это надо смотреть на конкретный продукт. То есть человек ест и через 2 часа измеряет сахар. Если он оказывается в рамках нормальных значений, то мы делаем вывод, что данный продукт не провоцирует гипергликемию, его можно включать в рацион. Если же это не так, соответственно, мы продукт убираем, возможно, убираем на время. Если человек все же никак не может контролировать питание и убрать эти продукты из рациона, то мы идем путем повышения лекарств. Как бы одно из двух. Мне кажется, рациональнее все-таки корректировать питание и минимизировать лекарства. Но наша приоритетная задача – нормальный сахар, поэтому мы отталкиваемся от того, что имеем. Снижение процента висцерального жира у такого пациента может помочь снизить лекарства, может даже отказаться от лекарств, бывает и такое. Улучшить ответ на прием углеводов, расширить диету, то есть если приходит, например, человек с сахаром 15 ко мне, я честно скажу, на первое время для нормализации сахаров я даю ему низкоуглеводную диету. Он худеет, он снижает процент жира, он занимается физической активностью, и после он может есть уже те же самые продукты, но патологического повышения сахара на них нет, потому что они избавились от этого звена инсулинорезистентности. Но если дисфункция бета-клеток прогрессировала, возможно, поджелудочная уже не сможет столько инсулина вырабатывать, сколько его необходимо. Поэтому бывает, что мы не всегда можем вернуть полностью рацион или нам необходимо оставить какие-то лекарства. Такое бывает. Тем не менее, ситуация значительно улучшается при снижении процента жира. Итак, выводы. Первое. Профиль глюкозы для человека с диабетом в приоритете. Сахар должен быть в норме. Это ключевая задача. Отказ от висцерального ожирения способен отменить пункт 1 и вовсе отказаться от диабета. По факту. На бумажке все еще может быть, но по факту его нет. От сговорчивости доктора будет зависеть. Каждый пациент с диабетом эмпирически определяет индивидуальную толерантность к продуктам по показателям сахара. То есть это основа индивидуальной работы. Человек смотрит, что он может себе позволить из еды в данный момент времени относительно гликемического индекса, что нет. Физическая активность улучшает чувствительность к инсулину и снижает показатель сахара. Пожалуйста, наращивайте количество тощей массы, тренируйте мышцы. Это огромный вклад в борьбе с диабетом. Благодарю вас за внимание. Немножко забегая вперед, хочу вас попросить, пожалуйста, не надо спрашивать про инсулинорезистентность под этим видео. У нас будет целая отдельная развернутая лекция на минут 45, где я буду рассказывать, какие макронутриенты, влияют ли углеводы, как люди с инсулинорезистентностью худеют на разных комбинациях КБЖУ, сколько раз в день надо есть,
Как определяют инсулинорезистентность? Правда ли, что худые тоже страдают инсулинорезистентностью? Насколько правомочен вообще этот диагноз? На самом деле, реально диагноз инсулинорезистентность – это огромная редкость. Такие люди исчисляются, ну, сотнями, может быть, в мире. Чаще всего его ставят не совсем, так скажем, грамотно. Вот там все это будет развернуто, все будет объяснено. Просто представляя, какие вопросы по инсулинорезистентности вы можете спросить, ну, это вот такие вот ответы нужны. Лучше получить их в нормальном полноценном видео. А по диабету, пожалуйста, welcome. Давайте общаться. И если вдруг вам мешал периодически храп на видео, то это вот он. Он это сделал и мешал. Ну-ка, извинись. Хорошего дня, друзья.